J'ai envie de toi. Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена количественному определению драгоценных металлов в лигатуре разъемов РППГ-2-48 разных годов выпуска. Материал предоставлен одним из подписчиков по имени Артем, за что ему отдельное спасибо. Подписчик произвел предварительный анамнез данного материала, и по нему лигатура от разъемов РППГ-2 48 1978 года выпуска должна содержать около 3% палладия. И точно такая же лигатура, только 1987 года выпуска, должна содержать порядка 12% того же самого палладия. Мы, конечно, на слово этим заявлениям верить не будем и проверим все сами. Таким образом, целью сегодняшней лабораторной работы будет выяснить разницу в выходе с одинакового материала между 1978 и 1987 годами выпуска. Материал имеет предварительно одинаковый вес по 730 грамм. По плану переработки. Так как весь материал является немагнитным, смею предположить, что в основе у него медь. И исходя из этого, перерабатывать лигатуру будем при помощи смывки меланжем. На первом этапе переработки покроем материал концентрированной серной кислотой и прильем небольшое количество азотной кислоты, достаточно для того, чтобы смыть палладиевое покрытие с лигатуры. На втором этапе выбьем при помощи диметилгликсима из маточного раствора черновой палладий в виде диметилгликсимата палладия. И далее, после растворения его в царской водке, произведем переочистку палладия, содержащегося в царско-водочном растворе, путем выделения из него дихлордиамин палладия или палладозамина, с последующим восстановлением палладозамина до металлического палладия. Таким образом, на выходе мы должны получить металл с частотой не ниже 995 пробы. План накидали. Приступаем. Материал перенесен в два одинаковых стакана, подписанные по годам. Перед началом работы с кислотами, а особенно с концентрированной серной, не лишним будет напомнить, что использование перчаток, масок, полнолицевых противогазов, презервативов, а также других средств контрацепции строго обязательно. Ну а мы покрываем наш материал концентрированной серной кислотой. И сверху приливаем азотную кислоту. В количестве, достаточном для растворения палладиевого покрытия. И перемешиваем. Теперь, собственно, о том, в чем заключается метод снятия палладиевого покрытия с основы меланжем. При взаимодействии холодной концентрированной серной кислоты с медью на ее поверхности образуется оксидная пленка, которая пассивирует медь и не дает проникнуть вглубь металла азотной кислоте. Таким образом, азотная кислота лишь растворяет палладий, который находится в виде покрытия на меди, а саму медь не растворяет, так как она защищена оксидной пленкой. Я не случайно упомянул о взаимодействии меди именно с концентрированной холодной серной кислотой, потому что при взаимодействии с горячей концентрированной серной кислотой образуется не оксидная пленка, а сульфат меди, который не препятствует растворению меди азотной кислотой. Таким образом, наш материал вместе с раствором мы не греем и производим процесс снятия палладиевого покрытия на холодную. Теперь ждем, пока все палладиевое покрытие растворится в азотной кислоте. Спустя приблизительно 15 минут можно наблюдать,
что все палладиевое покрытие с материала снялось, и он представляет из себя лишь медную основу. Сейчас я отдекантирую верхушки из обоих стаканов, промою материал, и все растворы вместе с промывочными отправлю на фильтрацию. Спустя приблизительно 30 минут фильтрация закончена, и на выходе со всеми промывками имеем по 4,5 литра растворов с лигатуры 1978 года и с лигатуры 1987 года. Растворы немного мутные, так как колбы Бунзена не были промыты дистиллированной водой, и после фильтрации при попадании раствора выделилось небольшое количество хлорида. Но это говорит о том, что в растворах содержится приличное количество серебра. Сейчас мы его попробуем выделить. Приливаем к растворам соляную кислоту. Видим, что серебра действительно приличное количество. Сейчас дождемся отстаивания хлорида, и после этого раствор отправляется на повторную фильтрацию. Спустя приблизительно еще 40 минут растворы повторно отфильтрованы для отделения от них хлорида серебра и имеют достаточно насыщенный многообещающий цвет. Хлорид серебра с этих растворов перенесен в отдельные стаканы по годам лигатуры. Их мы тоже обработаем отдельно, и как видно, они потянули за собой нитрат палладия, поэтому сейчас я за кадром отмою их в кипящей соляной кислоте, а промывочные воды добавлю к основному раствору. Сами же маточные растворы далее будем обрабатывать при помощи диметилглиоксима для выбивания из них чернового палладия в виде диметилглиоксимата палладия. Итак, после всех фильтраций и промывок имеем следующую диспозицию. Приблизительно по 5 литров маточного раствора, представляющего из себя нитрат палладия, и отмытый, насколько это вообще возможно, хлорид серебра с каждого из растворов.
По совету одного из подписчиков в комментарии, опубликованном к одному из предыдущих видео, я отмыл хлорид серебра от примеси нитрата палладия путем кипячения его в соляной кислоте. И со второй попытки удалось добиться идеально белого цвета хлорида серебра. Таким образом, совет оказался рабочим. И рекомендую именно его всем для очистки хлорида серебра от примеси нитрата палладия. Хлорид серебра отставляем для дальнейшего восстановления. И теперь поговорим о маточных растворах. Так как объем маточных растворов оказался больше предполагаемого, я отлил из каждого большого стакана в стакан меньшего размера приблизительно по 800 мл, для того, чтобы в исходных стаканах осталось приблизительно по 4 литра раствора. И теперь в посуде меньшего объема можно видеть, что раствор нитрата палладия с лигатуры 1987 года имеет более насыщенный цвет, чем с лигатуры 1978 года выпуска, что косвенно говорит о большем содержании палладия в растворе от лигатуры 1987 года. Сейчас мы эти растворы отставляем, но в дальнейшем обработаем их диметилглиоксимом ровно так же, как и основные растворы. По справочным данным, для выбивания из раствора нитрата палладия 1 грамма палладия требуется 2,3 грамма диметилглиоксима. А с учетом требований по избыточности реактива, это количество и вовсе составляет 2,5 грамма. Как я уже говорил ранее, подписчик, приславший материал, сделал его предварительный анализ при помощи ручного спектрометра. И по результатам анализа массовая доля палладия в лигатуре 1978 года должна составлять порядка 3%. Вспоминая, что исходный вес лигатуры был 730 грамм, несложно подсчитать, что в этом растворе должно содержаться приблизительно 22 грамма палладия. А количество диметилглиоксима, необходимого для выбивания этого количества палладия из раствора, составляет 55 грамм. За кадром мне удалось растворить 55 грамм диметилглиоксима приблизительно в 1 литре жидкости, представляющей из себя 5% раствор гидроксида натрия. Также для предотвращения газовыделения при приливании раствора диметилглиоксима в маточный, в раствор диметилглиоксима было добавлено небольшое количество соляной кислоты. При анализе ручным спектроанализатором лигатуры 1987 года выпуска было получено значение массовой доли палладия, равной 13%. Я в такие содержания не верю, поэтому второй раствор диметилглиоксима я приготовил ровно в 2 раза крепче, чем предыдущий, с учетом того, что насыщенность раствора 1987 года действительно выше. И мне удалось растворить в 6% растворе гидроксида натрия 110 грамм диметилглиоксима. Таким образом, из раствора нитрата палладия из-под лигатуры 1987 года выпуска при помощи этого количества раствора диметилглиоксима мы сможем выбить максимум 44 грамма палладия. Собственно, давайте уже этим и займемся. Запускаем магнитные мешалки. Да, заранее извиняюсь за внешний вид второй мешалки. Она не предназначена для глаз подписчиков и верой и правдой служит мне уже больше 3 лет. Приливаем раствор диметилглиоксима сначала к раствору нитрата палладия 1978 года. А теперь к раствору из-под лигатуры 1987. И я оставил приблизительно по 200 мл раствора для того, чтобы позже обработать растворы нитрата палладия, который я отделил из больших стаканов. Спустя 15 минут диметилглиоксимат палладия в основном выделился, и в растворе из-под лигатуры 1987 года его цвет более насыщенно желтый.
Сейчас я еще немного покручу растворы на мешалках и затем поставлю их отстаиваться. А в это время займемся восстановлением серебра до металлического состояния из хлоридов. Растворы нагреты до температуры приблизительно 80 градусов и готовы к восстановлению. Восстанавливать золото напрямую из хлорида будем при помощи одноводного раствора гидрозин-гидрата. Прикапываем восстановитель. Восстановление практически закончено. Сейчас я покручу оба раствора немного под кипением. И после этого выпавшие осадки серебра отправятся на промывку, просушку и плавку. Оба осадка серебра просушены и отправляются на плавку. С ними встретимся уже на взвешивании. А мы тем временем приступим к фильтрации растворов после выделения из них диметилдиоксимата палладия.
После фильтрации маточного раствора и отделения от него глиоксимата палладия, думаю, что план переработки можно слегка скорректировать. Так как маточный раствор представляет из себя ненасыщенный раствор меди, то выделенный глиоксимат палладия не сильно загрязнен этой самой медью. И для получения нужной пробности целевого металла глиоксимат палладия достаточно будет отмыть в дистиллированной воде с небольшим прибавлением соляной кислоты, а после этого уловить на фильтре и растворить в царской водке для последующего выделения металлического палладия из царско-водочного раствора. Этим сейчас и займемся. После промывки диметилглиоксимата палладия дистиллированной водой с небольшим количеством соляной кислоты на выходе имеем практически идеально чистые промывочные воды, а также самую дорогую на планете краску желтого цвета. И эта краска отправляется на растворение в царской водке. Для растворения диметилглиоксимата палладия с обоих лигатур приготовим 200 мл царской водки. Для этого прольем 50 мл азотной кислоты и 150 соляной до 200. Объемное соотношение кислот 1 к 3, массовое 1 к 2. И приливаем каждый из стаканов по 100 мл. Ждем растворения диметилглиоксимата палладия. Спустя приблизительно 10 минут диметилглиоксимат палладия с лигатуры 1978 года практически полностью растворился, а с лигатуры 1987 нет. Видимо, количество царской водки оказалось недостаточно. Сейчас мы прильем дополнительное ее количество в размере приблизительно 50 мл. Для этого приготовим снова царскую водку. 80 мл, но вольем только 50. И ждем окончательного растворения глиоксимата палладия. Спустя приблизительно еще 5 минут диметилглиоксимат палладия в обоих стаканах полностью растворился, и раствор отправляется на фильтрацию.
Спустя 20 минут раствор отфильтрован и разбавлен дистиллированной водой до объема 750 мл. Так как восстановление палладия до металлического состояния из хлороводородной кислоты при помощи формята натрия может быть сопряжено с автокаталитическим ускорением реакции, то мы будем использовать высокую посуду, которая предотвратит убегание раствора. Также реакция восстановления форматом натрия требует того, чтобы растворы были подогреты до температуры кипения. Ждем, пока растворы закипят. Пока растворы закипают, погасим в них избыток азотной кислоты. Для этого будем использовать ацетат натрия или натрий уксусно-кислый. Теперь о том, почему для нейтрализации избытка азотной кислоты необходимо использовать ацетат натрия. При использовании именно этого реактива мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, гасим излишек азотной кислоты, а во-вторых, при его присыпании в царско-водочный раствор палладия образуются предельные карбоновые кислоты, а именно уксусная и муравьиная. Наличие в растворе последней из них является необходимым условием для успешного протекания восстановления палладия до металлического состояния из хлороводородной кислоты. Присыпаем еще некоторое количество ацетата натрия и ждем окончательного закипания растворов. Растворы закипели, и теперь самое время понемногу начать присыпать восстановитель, формат натрия. Он же натрий муравьино-кислый. Ждем окончания процесса восстановления. Началось формирование осадка из металлического палладия в растворе из-под лигатуры 1978 года. Образование этого осадка практически завершилось. А в растворе из-под лигатуры 1987 года идет полным ходом. Добавляем еще небольшое количество восстановителя.
И ждем под кипением окончания процесса. Восстановление палладия из растворов закончено, и при его протекании на стенках стаканов образовалось зеркало. Сейчас я запущу магнитные мешалки для того, чтобы это зеркало со стенок стаканов снять. Собственно, вы все видели от начала и до конца. Старался делать все одним кадром. Восстановление металлического палладия из растворов закончено. И в процессе я разбавил растворы дистиллированной водой примерно до 2000 мл для ускорения отстаивания. Вот такое количество палладия получилось в растворе с лигатуры 1978 года. И вот такое с лигатуры 87-го. Визуально этого осадка больше. Желтый цвет раствора определяется избытком восстановителя. Сейчас я отдекантирую верхушки обоих пустых растворов, перенесу осадки в посуду меньшего размера и в этой посуде отправлю осадки на промывку, просушку и прокаливание. И встретимся с ними уже на взвешивании. Итак, долгожданная финалочка. И первым отправляется на взвешивание серебро, добытое и переплавленное из-под лигатуры разъемов РППГ-2 48 1978 года выпуска. Результат 24,28 грамма. Следом отправляется на взвешивание серебро, добытое из-под лигатуры таких же разъемов, только 1987 года выпуска. Результат 24,23 грамма. Таким образом, по серебру в пределах погрешности имеем паритет. Ну и самое интересное – палладий. Первым отправляется на взвешивание палладий, добытый с лигатуры 1978 года выпуска. И результат составляет 6,11 грамма. Ну и самое интересное – палладий, добытый с лигатуры разъемов РППГ-2 48 1987 года выпуска. И результат составляет 11,11 грамма. И объединим обе навески палладия, чтобы узнать, сколько же у нас итоговое количество со всей переработки. И итоговый результат равен 17,22 грамма. Беря в расчет то, что стартовый вес лигатуры обоих годов выпуска составлял 730 грамм, путем нехитрых математических вычислений можно получить, что массовая доля палладия в материале 1978 года выпуска составляет 84%, что довольно далеко от заявленных 3%, полученных в результате анализа ручным спектроанализатором. Массовая же доля палладия с лигатуры 1987 года выпуска составляет 1,52%, что уж вообще никак не бьется с заявленными 13% после анализа при помощи ручного спектроанализатора. Теперь по самой переработке.
Учитывая совершенно космический расход диметилглиоксима, который был необходим для выбивания всего заявленного палладия из маточного раствора, а я напомню, что его расход составил 155 грамм, самым правильным было бы извлечь палладий из маточного раствора при помощи выделения из него палладозамина, а уже хвосты отработать диметилглиоксимом. Но так как я не был уверен в успешности выделения палладозамина из маточного раствора в присутствии большого количества серной кислоты, то принял решение обрабатывать маточный раствор именно таким способом, при помощи диметилглиоксима. И думаю, решение было верным. Общее количество времени, затраченное на переработку, с учетом пауз на кофе, коньяк и женщин, составило порядка 6,5 часов. В последующих видео я обязательно покажу другие методы переработки палладий содержащего материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!